Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать вот полочку, которую я сделала трехъярусную. У меня не такой небольшой мастер-класс о том, как я эти стоечки делала. Сейчас я вам это все покажу и расскажу. Так, ну вот как видите, уже у меня дошло дело до того, что я делаю стойки для того, чтобы потом друг на друга полочки положить. И вот что предлагаю для этого сделать. Значит, вот здесь, смотрите, у меня вот выходит проволочка. Вот она, одна и вторая. Думаю, что здесь вот видно хорошо, да? Вот. Я и планирую сделать таким образом. Проколоть верхнюю полку вот этими стоечками, само собой разумеется, и вот этими проволочками. И как только я проколю вот полочку, то у меня получится так, что я снова буду ставить сюда. Вот у меня там внутри вот такая вот картонная трубочка. Вот я полочку поставила. На полочку поставила вот такую картонную трубочку. И вот эти проволочки, которые у меня будут, я их заверну вот так вот вовнутрь, да? Вовнутрь. И снова опущу вниз. То есть она у меня опустится вот сюда, вот в это отверстие. И проволочку видно не будет, потому что трубочка встанет и проволочку закроет. Вот. Но для того, чтобы сделать... Почему я это сделала? Во-первых, у меня... Сейчас буду показывать, как я делала. Подставляла сюда эти проволочки, и вы все поймете. Значит, для того, чтобы сюда поставить вот эту проволочку, да, одну и вторую, я 2 штучки здесь сделала. Вот сюда вот так вот надеваю кусочек трубочки. Почему? Потому что вот прокалывая вот с обратной стороны, вот здесь вот с обратной стороны, где я проволочкой завела, проволоку не должно быть видно. А когда мы уже вот здесь вот плетем, то при веревочке трубочки, вот эти вот, как видите, проволоку вообще не видно. Она как бы заплетается, вот веревочка, и все, ее не видно. Значит, что я делаю? Ставлю вот такую вот трубочку вот так вот сюда, вот на полочку в уголок. Почему именно в уголок, еще хочу сказать. Вот можно, конечно, было бы сделать... Это вот нижняя полка, которая будет на полу лежать. Как бы сказать, что нужно обязательно вот прям на самый край. Нет, но у меня на другой полке, на второй, там домик для кота. И расстояние вот от этого домика, вот так вот, вы же видели, да? Остаются только уголочки свободные. Поэтому угол в угол нужно мне это все сейчас поставить. Вот первую проволочку вытаскиваю прямо вот сюда. Ну, как бы на соединение вот с каркасом. Здесь легко она проходит. Вот. И обратите внимание, что я ее вот... Маленькая она, и на самый краешек вот ее одела, эту трубочку. Вот, смотрите. Почему второй конец короткий? Во-первых, вместе с этими трубочками, с проволочкой, да, я сейчас буду еще и стойки тоже наставлять сюда. Вот. И вот этот кончик маленький, короткий, он что сделает? Просто приплетется, и все. Он не нужно, чтобы... Ну, кто хочет, можно сделать, конечно, и двойную. Вот такую. Как бы, ну как вам сказать... Можно вообще во все вставить, во все стойки вместе с этими самими подставить вот проволоку. Можно одеть трубочку и оплетать, ну, вот кончик оставить незадействованный, и все. Ну, вот я почему-то сделала так вот. Таким образом, видите? Вот это будет окончание моей стойки, и вот этот кончик трубочки войдет в другую верхнюю стойку. Вот так. Теперь еще что хочу сказать. Почему я сделала именно так? Представьте себе, что у меня трехъярусная полка, да, и расстояние между вот этой полкой и второй полкой, да, вот здесь получилось 25 сантиметров. Вот здесь получилось 25 сантиметров. А сама высота полки у меня должна быть 1,10 м. То есть со следующей стойки, с той стойки, полки, на которой у меня находится домик, мне нужно
представьте себе, какую высоту поднять стоячков. И мне тянуть проволоку через все вот это очень будет неудобно, через все 3 полки. А проволока нужна. Почему? Потому что если вот эту полку не закрепить вот отсюда снизу проволокой, да, верхнюю полку поднимаешь, и вот нижняя может отвалиться, она тоже тяжелая же. Вот и чтобы не отвалилась, и чтобы не тянуть вот это все, я вот этими проволочками закрепляю вот нижнюю полочку и вторую полочку между собой. То есть вторая полка поднял, нижняя полка уже не отвалится, само собой. А если сделать то же самое и между второй и третьей полкой, то будет то же самое. То есть будет крепко. Вот. И теперь вот сюда таким же образом подставляю еще и стоячки. Вот. Протаскиваю через все. Это нижняя полка, поэтому можно здесь как бы без всяких проблем останется там внизу. Вот эти петельки видно не будут. А вот когда уже вторую полочку буду наращивать, то есть я же стоечки, вот эти стоечки, я их наращу и протащу сквозь саму полку, да, и не надо будет делать никаких петель, они как бы нарастятся дальше, эти стоечки, и все, и они будут проходить, просто будет прокол в этом, на донышке у полочки, а вот этих петелек не будет, потому что они останутся только вот здесь. А здесь обязательно нужна петля, обязательно петля, чтобы вот, ну, не вытащилось все это. Вот. А вторая полка не вытащится за счет вот этих вот проволочек, которые мы загнем туда. И эта проволока не даст оторваться нижней полочки от более верхней. Ну, сейчас вот я все стоечки наберу, покажу вам, что буду делать дальше. Вот я дошла до того момента, когда уже нужно плести стоечки. Значит, для того, чтобы соединить вот эти стойки, да, все-таки пришлось прибегнуть к такому методу. Вот посмотрите, пожалуйста, через все полочки снизу доверху вот идет такой вот штифт металлический, на который вот накручены гайки. Посмотрите, пожалуйста. Она по всей длине может накрутиться, эта гаечка. И вот здесь каждая полочка затягивается. Вот, смотрите. Вот здесь я ее затянула. И все, вот эта стойка уже снизу тоже такая же. Этот штифт проходит полностью через стойку. И здесь вот он внизу, на нем накручена такая штучка, которая не выпадет. И может являться уже и даже ножкой. Вот, я потом сверху вам ее покажу, что она себя представляет. Значит, смотрите, вот теперь мне нужно протащить стоячки вот сюда. Те стоячки, которые были вот внизу, я их все протаскиваю вот сюда. С проволочкой оказалось немного сложнее. Придется вот эту проволочку обрезать все-таки, потому что протащить ее тогда, когда уже стоит вот эта полочка, оказалась невозможным. Поэтому вот проволочки я отрезала в связи с тем, что у меня здесь такой штифт металлический. Они как бы, в общем-то, уже и не нужны. Вот сейчас все стоечки вытащу наверх, вот которые вокруг у меня есть. И начинаю оплетать вот точно такую же стойку делаю. У меня еще получается так, что расстояние вот, самого штифта и вообще величина самой полки получается 1,10 м. Это очень высокая величина, потому что ну, такой вот заказ пришел, и придется, наверное, еще поперечные перетяжки делать между стойками, потому что верхняя полочка тоже, она же на каркасе, и она болтается туда-сюда на этих стойках. Но вот я что-нибудь придумаю, потом я вам покажу, что у меня получилось. Но если бы стоечки были чуть-чуть покороче, да, в плане того, что сама полка была бы покороче, то проблемы бы вообще не составила никакой. Я думаю, вот так, чуть-чуть бы выше вот этого домика,
В принципе, если бы расстояние было такое, как обыкновенный стол, то проблем-то совершенно никаких нету. Полочка сверху бы легла, вот, и закрепила бы вот эти стоячки между собой, и все. Вот, у меня получается немножечко не так, как я хотела бы. Вот. Теперь вот смотрите, все стоячки сейчас протащу сюда и начну оплетать вот таким вот образом до конца. Вот хочу вам показать, что у меня получилось. Вот такая полочка трехъярусная. Как видите, у меня получились не только вертикальные стоечки, но еще одна и горизонтальная. Эту стоечку пришлось обязательно сделать для того, чтобы для большей устойчивости. И закрепила я ее прямо вот на самом домике. Для того, чтобы стойки не болтались. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.